Всем привет! Прошлое видео про моторы КТМ сопровождалось большим количеством комментариев. Кстати, после его выхода хейта в наш адрес стало значительно меньше. Многие могут подумать, что мы пытаемся кому-то что-то доказать или кого-то в чем-то убедить. Это в корне неверная постановка вопроса. Мы просто хотим осветить данную проблему, используя логику, цифры и результаты измерений, которые есть в общем доступе. Если у вас появилась данная проблема или подозрение на данную проблему, то после просмотра этих видео вы точно будете знать, что мерить, как делать и какие вопросы задавать в своем мотосервисе. Мне также писали владельцы китайских мотоциклов CF Moto 800 MT, в которых, как известно, стоит мотор от KTM 790. У них есть примеры пробегов этих мотоциклов 50, 80 и даже 100 тысяч километров, и данной проблемы у них нет. В этом ролике вы увидите не совсем понятную для многих тему, это рокера. Мы решили более подробно осветить эту проблему. Маршрут построен. Перейдем к теоретической части. Посмотрим, какие у нас каталожные номера запчастей из официального каталога запчастей показаны на КТМ Adventure 790 19 года. Вот, чтобы было видно, что это 790 и именно 19 года. Мы видим номер запчасти. Представлена цифра 4 на диаграмме. Распредвалы для данного года. Также мы видим номера. И также на диаграмме они показаны. Впускной и выпускной. Вот. Перейдем к 2020 году. Что у нас касаемо? Вот у нас наш 790 КТМ 2020 года. И что мы видим? Номер абсолютно другой. А на диаграмме показан тот же самый деталь. И что касаемо распредвалов. Также видим, что это 20 год, 790, а номера распредвалов не изменились. То есть компания КТМ допускает использование и тех рокеров, и нового образца с одними и теми же распределительными валами. Как мы все увидели из теоретической части, что КТМ допускает установку рокеров нового образца, потому что валы не менялись. Поэтому давайте перейдем немножко к практике. Вот у нас здесь сейчас есть два рокера. Один рокер старого образца. Как мы видим, он с следами износа. Мы видим, что следы износа находятся почти в конце рабочей поверхности. Вот. И также мы имеем новый рокер. Вот обратите, он еще не распакован пока. С новым номером. Сейчас мы с вами распакуем и посмотрим, чем они отличаются более детально. И как мы видим, что у нового рокера длина рабочей поверхности не только длиннее, но еще и шире, как мы видим. Сейчас мы проведем небольшой замер по ширине. Ну что, давайте померяем наши рокера. Именно рабочую часть нашего рокера. Старый рокер ширина 7,45. Новый рокер 8,36. То есть производитель, как мы видим, увеличил не только длину рабочей поверхности, но и ширину. Соответственно, для более плавного распределения нагрузки на сам рокер. Вот у нас есть еще два распредвала. Давайте рокер отложим в сторону. Мы видим два распредвала. Вот этот данный распредвал был заменен еще дилером. Это мотоцикл из прошлого ролика. Вот, который целиком не попал в этот ролик. Вот. Дилер поменял этот вал. И поменял на нем 3 рокера. Потому что они имели видимый износ. 4-й рокер остался старого образца. И по пробегу 30 тысяч кулак пострадал. И рокер, соответственно, тоже. И давайте обратим внимание по следам на распредвале, на кулачке распредвала, что какая ширина
воздействие кулачка на с новым рокером. Здесь почти с краев не остается места, которое не воздействует друг на друга. И посмотрим на старый, насколько он уже был. Но и также можем посмотреть на другой волны, которым тоже был износ на кулачке. Но здесь были все старого образца рокера. И мы видим, насколько меньше пятно контакта по ширине на старых рокерах. Давайте подытожим. Как мы уже увидели в теоретической части, что на именно 790-х моторов, что 19 года, что 20 года, замена распред-валов номера каталожного не было. Было изменение только номера рокеров. Поэтому мы делаем вывод, что рокера нового образца могут быть заменены, точнее рокера старого образца могут быть заменены на рокера нового. Но при условии, если у вас нету видимой и ощутимой выработки на кулачках распредвала. Соответственно, после замены рокеров на новый образец требуется процедура регулировки клапанов. Потому что как раз она и направлена на выбор этого зазора. Регулировка клапанов производится с периодичностью на любом двигателе, потому что любой производитель подразумевает, что зазор в данной паре будет меняться. И поэтому используйте спокойно рокера нового образца взамен рокеров старого образца, но только при условии не износа кулачков распредвала. В завершении всего сказанного хочу повторить, что в конце сезона мы снова разберем мотоциклы, которые попали в первое видео. И делать мы это будем в проверенном сервисе Орлов Мото, ссылочка будет в описании. Как владелец 3 мотоциклов КТМ я лично сталкивался с некоторыми неисправностями. Но я готов им простить многое за те эмоции, которые они дарят. А хейтеры, они всегда найдутся. Спасибо за просмотр, всем пока.